Еще одно упражнение, которое сильно помогает в дальнейшем рисовать более сложные комплексные формы, это рисование кубов. Здесь важно не просто нарисовать объемную фигуру, а сделать так, чтобы она выглядела именно как куб, а не как параллелепипед. Сейчас я нарисую параллелепипед в перспективе. Это правая сторона. И вот левая сторона. И если мне нужен куб, то эту правую часть фигуры нужно немножко урезать. Где-то приблизительно вот так. И сразу ощущение формы меняется. Очень важно натренировать глаз видеть разницу между кубом и параллелепипедом. Зачем нам это нужно? Потому что практически любые сложные объекты, здания, мебель, техника, предметы интерьера строятся на основе простых форм. Если глаз не различает, где куб, а где более вытянутая форма, то объект начинает выглядеть неустойчиво, неправдоподобно, непропорционально. Это упражнение тренирует ощущение пропорций, пространственное мышление, умение оценивать глубину формы на глаз и уверенность в перспективных построениях. Теперь давайте разберем, как нарисовать куб в перспективе. Сначала я рисую вертикальную линию. Затем от нижней точки этой линии я веду линию в точку схода. И от верхней точки этой же линии веду линию в точку схода. После этого я закрываю эту плоскость еще одной вертикальной линией. На глаз определяю, где эта плоскость становится квадратом и провожу вертикаль именно в этом месте. Если сомневаетесь, ориентируйтесь на то, чтобы высота и ширина этой плоскости визуально казались равными. Важно помнить, что первая вертикальная линия должна быть немного длиннее, чем вторая, а вторая длиннее, чем третья. Это создает ощущение глубины. Теперь повторяем эту же процедуру с левой стороны. После этого дорисовываем верхнюю крышку куба. Также ведем линию в точку схода с правого верхнего угла и с левого. Теперь я рисую правую плоскость куба, которая уходит в перспективу. Сначала я просто намечаю квадрат. Чтобы отправить эту плоскость в перспективу, я меняю угол нижней горизонтальной линии и рисую ее под углом. Затем верхнюю горизонтальную линию тоже под углом. В результате плоскость закрывается раньше, потому что мы отправили ее в глубину пространства. Обратите внимание на разницу углов. Нижняя и верхняя линии не параллельны. Я сделала это специально, чтобы создать иллюзию схождения в одну точку. Рисовать кубы на глаз так, чтобы они действительно выглядели как кубы, это непростая задача. Именно поэтому я даю вам это упражнение. Чем лучше вы научитесь чувствовать эту форму, тем легче вам будет рисовать любые сложные объекты в перспективе. Если присмотреться внимательно, то видно, что мой первый куб немножко не куб. Еще очень интересно нарисовать куб в перспективе так, чтобы ни верхнюю, ни нижнюю крышки этого куба мы не видели. Как будто линия горизонта и точка схода находятся где-то посередине этого куба.